ребятки. В прошлый раз мы закончили на чем? Или не закончила, а с этот. Батарейка села. Что билеты. Билеты нельзя выбрасывать, пока полностью не вышли с этой локации или со своего турно-массового мероприятия. У нас в этом Кликельстоуле, как он там называется, по Кирхмахене, ну как он называется? Партнахклам. Партнахклам, короче. Партнахклам, вот. Там оказывается, вы когда, чтобы зайти вот именно в это ущелье, вы заходите в него через турникет. А перед самим ущельем можно еще повернуть налево и подняться, просто ходить. А когда пройдете это ущелье, то там есть турникет, через который вы можете свободно выйти. А вот зайти только по своему билету. Ну или же покупать. И вот мы там прошли еще немножко дальше, к Ватику небольшому зашли, возвращаемся назад, я не могу найти этот билет. А я его другого кармана переложил в третий. Или там четвертый, или я не знаю, какой карман. Ну такой вот нюанс. А так как у нас уже, у меня был печальный опыт, что я не сообразил, как посмотреть этот код, этикет-то не вылез, блин, то уже мы как-то начали эти билеты хранить. Ну или как-то интуитивно, не знаю. Но я не знал целенаправленно, что надо его хранить, но Оксанка подсказывала, а я не помню, если я зарегистрировал этот момент или нет. Я такой балбес. Приятные наружности, что 300 лет. Есть билет, нет билет. Главное, чтобы была кредитная карта. Можно все потом заплатить. Ну, конечно, это ж Тесла. Базару нема. Зато понту было, когда обгонял, да? С какими психами как рванул. Перед ним. Вот. По поводу самого кемпера машины. Длина его 7,5 метров, высота 3,20 или 3,30, ну там кондиционер стоит. 2,5 литра, 3,5 тонны. Ну, мотор супер. Двигатель, как правильно назвать, на шестой передаче тянет на, я не знаю, крутящий момент, какой максимальный оборотов, но на шестой передаче на 50, на скорости 50 километров, если ровное, все едет, тянет. К габаритам привыкаешь быстро. Назад камера работает. Датчики парковки есть. Но они, может, надо как-то настроить. Сильно тихо они это пищат. Не ковырялся в настройку. Найти надо. Думаю, наверное, что-то есть где-то. Ночью круиз-контроль работает обалденно. Включаешь и там по километру, или если держишь, добавляется по 5 километров, или можешь щелкать по 1 километру. Только нажал на тормоз, он включается. Ну или нажал на газ, включается. И опять достаточно его это, просто кнопочку нажать. Вернее, добавить скорость. Включается. Обалденно же, хорошо держит, скорость. Ограничения по скорости не проверял.
Привись. Так как здесь кресло поворотное, рычаг справа здесь находится, то ручник находится слева. И вот без привычки вот это вот, такой своеобразный прикол. Все время рука тянется сюда. Вот. Ну, через день или два уже. Все работает как надо. А это, если поставить подлокотник на нас с этой стороны, то к нему неудобно тогда подтягиваться. И он, и даже без подлокотника, то ты его как бы сбросил, но не сбрасываешь его полностью. Надо еще ниже, а надо аж прям наклоняться, ну а без привычки тоже. И вот когда он сбросил, и начинаешь трогаться, он начинает пищать. Ну, вот так. Два зубчика еще добрасываешь и все. Вот такой вот нюанс. Зачем тут зеркало заднее видно? Я так не понял. Смотрите, кто там в салоне, что делает. Непонятно. Ну или как сзади пассажиры сидят, когда едешь. Не знаю, я не разобрался. Ставят его, ставят. Зачем? Как бы выглядит все нюансы. Если еще по кемперу, то бак на 100 литров воды. Там есть панель управления. Все это кнопочку нажимаешь, показывает, сколько в процентах показывает. Заполняемая серая вода и, естественно, две кнопки разные. Два баллона газовых. Но в этот раз у нас этот баллон ушел. Меняли. Сегодня пришлось поменять. Едем домой, и баллон пришлось поменять. Потому что холодильник не работает, когда стоишь, и это плитаж не работает. Поесть ничего. Что еще? Так, воды 100 литров. Вот этот холодильник работает, ну, работает на газу, когда стоишь, когда едешь, включается через 12 минут, лучше. А когда в кемпинге стоишь, он включается через электрику. Вот сам полностью. Морозилка, ну, холодильник полноценный, как полноценный, по высоте, а по ширине немножечко. Вот, ванна, туалет отдельно. Котел мы включали, котел можно включить на обогрев воды 40 эко или на 60 градусов, воду греть будет. Или же можно включить просто котел на эко, чтобы топил на 40 градусов, или же котел с водой, но на 60 градусов. Воду будет греть. Другого нет. Ну, другой возможности нет. Что еще? Вот этим кемпером могут путешествовать 5 человек, так как вот сзади вот, 5-е пассажирское сиденье, оно имеет вот ремень безопасности. Если не ремняются, две постели, здесь одна над нами, за нами над обеденным столом, она опускается, руками опускается, электрической. Вот. И, ну, сзади могут спать 3, ну так, 3 с натяжкой. Вот. Ну, если ребенок. Ну, могут спать, если именно вот цель, что просто вот вы путешествуете как-то к этим условиям так, внутри здесь вам не надо 2 метра в ширину, то там можно спать и втроем. Ну, так, говорю, с натяжкой. А тут будет место. Так, солярки 80 литров. Расход, ну вот я сам прикинул, вот оптимальный 90 километров.